что, всем привет. Наконец-то мы поедем сейчас на Байкал. Сейчас найдем нашу маршрутку. Здравствуйте. Итак, скажите, пожалуйста, в какой мы? Здесь так забавно. Заранее покупаешь билетик. Билетик стоит 1200 в один конец. И потом вас распределяют. И еще такие молодцы записывают номер телефона, чтобы можно было позвонить, уточнить, едете вы или нет. Вообще супер классно. Ну что, вот сейчас покажу, как будет выглядеть маршрутка. Вот так она. Ну все, поехали. В машинку мы сели, сейчас ожидаем, всех сгрузят, так же, как я ездила в Листвянку. Это мы сегодня в одном совете, чтобы было весело. И все, значит, едем, но погода сегодня не очень. Будем надеяться, что все-таки, когда мы приедем на самом Байкале, там немножко другой микроклимат, и думаю, там будет классно. Держал как-то. Вот, мы тут заехали как раз по дороге на Байкал. Усть-Ордынский, Бурятский автономный округ. На самом деле миленькое такое место. Сейчас покажу чуть-чуть вот так еще. Такая, я не знаю, деревня это или что. Ну вот, дорога, по крайней мере, очень красивая. Настолько живописная, холмистая местность. Безумно меня впечатляет. Очень мне нравится. Препятствия по дороге. Они просто идут, потому что им так хочется. Правильно, сегодня. Да, молодцы вообще, девчонки. Прогуливаются как положено. Молодняк, я помню. Не обычно, это обычно. Интересное очень животное. Там тоже сплошная линия такая красивая. Прям такая русская деревенька. Я представляю, как красиво здесь зимой. Потому что прям все деревянное, домики, коровы пасутся. И красивые горы. А сейчас попробую ближе посмотреть. Вот она, Золотая Орда. Смотрите, вот там юрты стоят. Там можно в юртах пожить. Прямо целый комплекс. Здорово вообще. У нас тут была техническая остановка. Здесь Байндай. И там специальные такие штуки. Здесь же, получается, земля бурятов. И у них, они вообще буддисты, у них там свои штуки интересные. Сейчас. И там они ленточки завязывают. Классно вообще. Там облака. Там беленькие облака. Все, вот так будут постоянно на дороге у нас попадаться всякие турбазы. Вот так на берегу Байкала расположены, и, соответственно, здесь, по-моему, мы к Моресу как раз подъезжаем. Сейчас я уточню. Мы к Моресу, да, кажется, подъезжаем? Да. Точно. Ну вот сейчас конкретно на Байкал подъезжаем. И так как мы едем в поселок Хужир, нам нужно будет переправляться. На пароме поедем, в общем. Тут, в общем, у нас остановка, часть людей уходит в турбазы, вот рядом, которые находятся. Посмотрите, какая красота. Видимо, детки рисовали вот эти картины прям вот на заборе. Сейчас вот так с кресла водителя, так скажем, покажу. Как прикольно, их тут много. Здорово. Магазин Байкал называется. Вот, мимо невозможно, конечно, проехать. Хоть с сиденьем. Все, вот там и на паром. Кстати, смотрите, как красиво облака легли на горы. Сейчас мы будем тут переправляться. Машинки отдельно, люди отдельно, да? О, мы сейчас будем выходить. Раз, два, приехали. И на самом деле здесь еще ветер сильный. Нифига себе, Лёва врезался. Сейчас фоткаться будем. В общем, так как ветер безумно сильный здесь, я буду показывать, а потом отдельно озвучивать, потому что, ребят, иначе не получится никак. Помаши ручкой. Все, вот оттуда пока плывем уже на Байкал. Вот это место называется Альпонские ворота. Сейчас будем проезжать. Если ветер не
даст возможность вам что-то сказать, ну, вы их увидите. А вот их уже и видно. Тут чайки такие безумно огромные, я не знаю, как гуси какие-то. Как красиво еще все-таки облачка прямо лежат. Пожалуйста. Продолжим. Облачка лежат. Да. Красотка моя. Ну все, нас привезли. Ветрище, конечно, такое, что ничего не слышно. Там очень красиво. Все, сейчас выходят люди, потом машинки, потом мы садимся в свою маршрутку и уезжаем. Я, если честно, жутко хочу кушать. Я хочу быстренько найти где-то что-то перекусить можно. Ну все, паром, пока. Поехали мы кушать. Посмотрите, какая красота. Вот это улочка. И везде песочек. Так, ну что, привет. Вот в этом домике мы сняли себе комнату. Стоит она 700 рублей на человека, ну как в сутки, ну как на ночь, ну как всегда. Мы пока на 2 дня, ну, на 2 ночи взяли. Дальше, когда уже придем, вернемся, я покажу наш номер, потому что мы уже вышли, и хочется прогуляться, пока еще солнышко, пока еще день. У нас уже 5 час вечера, все-таки не хочется опаздывать. Тут вот интересные всякие сувенирчики уже продаются. В общем, мы пошли искать, где можно покушать. И сейчас вот покажу. Вот видите, указатель Мыс-Бурхан называется. Хотим туда сходить. Это самое топовое место, которое вообще на всех открыточках отмечается и так далее. В общем, когда мы до туда доберемся... Культовое место. Да, культовое, действительно. Мы когда до туда доберемся, мы, соответственно... Вы все поймете, потому что этих открыток вы, наверное, видели уже миллион. Как пишется Байкал, значит, обязательно Мыс-Бурхан. Смотрю, здесь много что можно... арендовать, да, покатиться, тут что только нет. Я, если честно, хотела бы на конях покататься, но я пока видела где-то в начале, ну, если увижу, все, в общем, все по ходу будем делать. Мотороллеры, мотоциклы, машины, пожалуйста, да. В любом распоряжении. Да, все есть, все для людей. Вот с той стороны мне прям нравится такой вид красивый. Но мы еще сейчас пройдем туда, это как раз примерно туда, на мыс. Что, ну, здесь ближайшее кафе так, собственно, и зашли. Вот такое видимо. То ли столовка, то ли кафешка. О, тут прям написано прокат квадроциклов. Ага, вот здесь на картинке как раз Мыс-Бурхан и есть. Ну, мы сейчас к нему придем, посмотрим. Ой, туристические маршруты, экскурсии разные, каких только прогулок нет. Все для людей. Ну что, пойдем что-нибудь перекусим, посмотрим, что тут есть. О, экскурсии. Еда вкусная. Здорово. Ага, вот она менюшка. Пожалуйста. Ну что ж, начинаем выбирать. Ну, короче, тут с мамой вопросы такие не решаются за 5 минут. Сейчас она говорит, мне кафешка не нравится, пошли искать другую. Да, ну ладно, хорошо, идем гулять дальше. Сейчас мы будем искать, где нам перекусить. Угу. Сейчас найдем. Да я знаю, что быстренько. Мне, знаете, что нравится? Здесь вот дорога, она весь песок, просто голый песок. Никакого вам тебе асфальта. Ну, потому что здесь так не получится. Такая вот особенность. Ну что, вот какой-то мы пришли. Как он называется? Кафе? Кафе или он называется? Что, пойдем посмотрим, что тут. Вы только посмотрите, сколько денежек каждый вставлял на память. Их вообще миллион. Ха-ха, как забавно. Это тут целая галерея просто. Как много! Здорово. В общем, мы опять, конечно же, пошли куда-то в другое место.
По одной простой причине, что маме, как обычно, что-то не нравится. Ладно, хорошо, пошли выбирать. Что, право, лево, право, что хотим? Понятно? Наугад. Ну что, в общем, мы вернулись сюда. Дороже кафе, чем Дороже? Ну да, чуть-чуть подороже цены, чем в Иркутске. каждая поза. Позы подороже. Мы заказали позы. А там обычно 35, 45 редко даже. Ну, я Где что вы видела нашли за 50, хотите я понятия, вот это Да, вы да. дали. Потом, значит, салатики, ну, 100, 90, 20, 30. Салатики пример. 100? Пример. 100? 30. 130. В среднем 130 плюс-минус стоит. И что мы? Ну, мы позы в основном, потому что все-таки это местное блюдо, и, знаете, есть что-то там, суп или картошка, смысла нет. Нужно национальное, потому что, конечно, дома поешь все, что хочешь, а здесь уже национальное блюдо будем кушать. Ну что, ждем, там в среднем минут 20 они готовятся, ну, хочешь, не хочешь. Все, сейчас будем кушать, и потом пойдем, наверное, купаться. Мы купальники с собой взяли, пойдем купаться. Ну что, нам повезло и приготовили чуть больше, чуть быстрее, поэтому у нас уже все готово. Мамуля уже жует там. Да, так что мы начали. Короче, идем, мы тут идем, улочка маленькая, но я хочу сказать, через вот даже раздельный мусор на секунду. Раздельный мусор. В общем, вот идем и везде, либо кафе, либо какие-то сувениры. Ой, все у них тут есть. Классно, вот она, кафешка какая забавная, интересно. Там сувенирчики. Потом на обратном пути решили зайти, потому что сейчас хочется все-таки добраться. А, да? Мама все-таки говорит, что нужно посмотреть. А, точно, может, закроется. Ну все, пошли смотреть тогда. Так. О, написанные картины вижу. Одевайте маски. Ага, масочки сейчас наденем. Так, сейчас посмотрим. Здесь написанные картины красивые. Масляные. Там какая-то еда. Тут, значит, расписано, что за самоцветы. Вот всякие такие сувенирчики. Фокусировка будет? Нет, будет. Ага. Ну что, пойдем там вовнутрь посмотрим. О, тут их очень много всяких разных. Мальчики, да, у меня классно. Моя мама это любит. Прям произведение искусства. Ну, да, очень красиво. Какие красивые. Прям натуральный камень. Да. Ну тут вообще миллион всяких. Все не перечислить. Смотрите, вот это очень сильно похоже на национальные всякие украшения. Ну, по крайней мере, я так подозреваю, но очень красиво. Обожаю такие штуки. Да, мама, в общем, мне уже продает велопрокат. Ну-ка, мама, как ты умеешь-то? Не хочу. Не хочу. Только что мне, знаете, что предлагал? Тут и маленькие, и большие. Все, что хочешь. Вы чувствуете, да, вот эту вот суть менеджера по продажам? Она продает все мне. Я уже боюсь лишний раз куда-то посмотреть. В общем, я что забыла сказать-то, пока мы шли, тут я вспомнила. Если вы едете, вот как мы, например, в Кужир, да, на Ольхон, и вы беспокоитесь, что в интернете, например, я когда искала, жилье было вообще практически невозможно найти. Там какие-то безумные цены были, аж чуть ли не по 12 тысяч за ночь. Ну, думаю, что это такое? Что с там мне сделать-то должны с 12 тысяч? Так вот, вы не беспокойтесь. Вы просто приезжаете, просите высадить вас в центре. Хотя здесь, если у вас тут родственники или кто, вы можете, конечно, сразу на адрес вас привезут, вообще без проблем. Но если вы выходите в центре, везде, на каждом втором, наверное, доме висит объявление, сдаются комнаты.
Мы вот сегодня сняли, как я уже говорила, 700 рублей с человека за ночь. Прекрасно. Мы просто увидели, спросили 700 рублей. А, все, заселяемся. В общем, заселились мы, наверное, ну, минут за 5. Туда? О, отлично. Вот нам туда, мама сказала. В общем, мы туда сейчас пойдем. Опять сувенирчики, рыба. Вот что, йога, зарядка на берегу Байкала, пожалуйста. Рыба тоже на все для вас. шагу. Да, рыба тоже на каждом шагу. То есть, если вы, допустим, никогда байкальской рыбки не кушали, обязательно попробуйте. Я, как уже в предыдущих видео рассказывала, что я люблю хариус, конечно. Но омуль, он тоже шикарен. То есть, как бы... есть. Как? Пеляди. Пеляди. Я не знаю, что такое. Это рыбка, похожая на хариус. Такая же нежная. Какая же нежная, похожая на хариус. Я надеюсь, меня не обманули, когда продавали? Может, и обманули. Некоторые туристы принимают ее за омуль. На самом деле это перец. Потрясающе просто. Чувствуете, да? Стоимость, если вы не знаете рыбку, продавцы вам скажут, что это омуль, и вы купите по цене омуля. Чувствуете, да? Менеджер по продажам высшей категории. О, тут даже фототуры есть, экскурсии. Короче, здесь вот так на самом деле прогуляться куда-то. И, ну вот, есть желание, да, допустим, увидеть прям берег. Мама, может, на столбы сходим? Ну, так они и там. Пошли сходим. Ну, давай сначала туда. Идем на столбы. Олени, кони, сапы, деревня бурятская. О! У нас есть огонь индивидуальный. Я пошла спрашивать, короче, подождите. Какая девочка-то молодец-то, все рассказала. А это что тут по ценам-то? Где посмотреть возможно? Проходите. Происхура. Есть у нас сапы, есть у нас... Простите, вас, кони. если вы в кадре Меня попадете, Нина. ничего страшного? Или Да, вас нет, сторонку? ничего страшного. Всё, Меня так. звать Нина. Здравствуйте. Девочку Нина зовут. Так что, если что, обращайтесь, тут рядом все будет. Смотрите, есть у нас сапы, есть конные туры. Конные туры час, 2 и 4 часа. Сколько час стоит? Час 1500 рублей, Как собираются, во сколько? В какой? 3 часа. 3 часа? Час, 2 и 3 часа. А. 3 часа. Есть у нас бурятская деревня, про конные туры. Конные туры час, 1500 рублей забирают вас с места, где вы живете, или говорите, допустим, вы живете на Лесной, там 25, вас забирают на Лесной 25, увозят туда, где ждут вас вот эти жеребцы, да, они такие прям массивные, хорошие, красивые, ухоженные. Вас инструктор проинструктирует по технике безопасности и с вами совершит прогулку вдоль берега. Это если часовая. Если двухчасовая, вы тоже с инструктором дойдете на таком жеребце красивом до смотровой площадки. Смотровая площадка, это вот беседка вон она наверху. Да, 2 часа получается. Больше тут даже не видно, наверное, пока, тем более даже не галопом. Это не галопом. А если получается 3 часа, вы дойдете до малого Хужира, то есть смотровая и малый Хужир. Это где-то 6-7 километров. Вот, жеребцы такие породистые, хорошие, массивные, стойкие, с ними и пофотографироваться можно. Если хотите галопом, то час 2,5 часа, 2,5 если галопом час 2500. Вот. Бурятская деревня, есть с обедом, есть без обеда. С обедом 2,5, без обеда 1500. Вас трансфер забирает, довозит до бурятской деревни, гид-экскурсовод вам все подробно расскажет, покажет. То есть тут прямо насыщенность информации будет у вас сверх, наверное, я не знаю. Круто. Вот. Есть еще у нас треугольничек, называется экскурсия. Это водная экскурсия, 2500 со взрослого человека и 2300 с детей, с ребенка до 7 лет, если возраста ребенка. Вы едете, вас забирают с пирса. Пирс у нас получается... Куда ты сейчас хотела идти, да, мама? Цирк, да. Храм Пресвятой Богородицы, вот он. И вот здесь пирс. Вас забирают в 10 или в 4 дня, смотря как вы выберете какую, либо до обеда, либо после обеда прогулку. И на быстроходном, либо на теплоходе вас забирают. И вы доезжаете до... здесь вас забирают, вы доезжаете до Лежбищ Нерп. Нерпочек лучше, конечно, смотреть с утра. Вот, то есть еще пока никто не заезженное такое место, можно так сказать, как утром. И нерпочки, они появляются на вот этом камушке, на острове, вот, на камушках лежат. Вы проезжаете мимо медленно проезжаете, чтобы разглядеть нерпочек. Далее вы, получается, доезжаете до буддийской ступы, здесь сделаете высадку, до буддийской ступы подниметесь, вокруг нее босиком обойдете, наберетесь сил, и после поедете в священные источники на тот берег. Здесь вас будут ожидать буханочки. Буханочки берут деньги 150 рублей за человека, за взрослого. Они поднимают вас наверх, но вы можете пройти сами пешком, то есть на выбор. Кому тяжело, кому не тяжело, то есть смотрите сами. Там священный источник, талая вода бежит из 2 желобков, один ручей, но бежит из 2 желобков деревянных. Вы пробуете, берете с собой стаканчик одноразовый и бутылочку. Берете, наливаете в бутылочку и стаканчик.
стаканчик можете сейчас прямо попробовать, ну там же вместе, а бутылочку потом уже, да, дома. И когда наберете, вы сначала из одного желобка попробуйте, из второго попробуйте, посмотрите, какой понравился вам. Если понравился, допустим, левый, говорите внизу, когда уже спуститесь водителю, мне понравилась вода из левого желобка. Он говорит, вам не хватает, допустим, я не помню, кто там левый, кто там правый, в общем, там женская и мужская энергия. И он вам говорит, какой вам энергии не хватает. О, здорово, интересно. Мне не хватало как раз мужской энергии. Да, интересно, согласна. Там внизу еще есть кафе, где готовят позы. Здесь еще есть озерцо такое теплое на этой же остановке. И в нем можно искупаться. Вот, вместо обеда можете покупаться. Либо можете пообедать и заодно искупаться. Сколько часов проходит эта экскурсия? 6 часов, с 10 до 4, либо с 4 до 9. Мы не узнаем, кто родится, мальчик или девочка. В общем, мы нашли тут одну классную экскурсию. Завтра мы хотим... До конца-то не снимал, слишком долго уже. Надо было снимать до конца. В общем, мы там решили выбрать одну экскурсию. Она длится 6 часов. И вот завтра мы, наверное, все-таки поедем, потому что это интересно, как минимум. Я экскурсии люблю. Ну что, ребят, мы до верха дошли. Здесь тоже есть все. Кафе «Байкалочка». Что тут еще, мамочка? Сувенирчики. Сейчас я все-таки хочу до тех столбов еще вот туда дойти. Туда до столбов хочу. Идем. Смотрите, есть такие красивые, как столбы, ворота, что ли. Ну вот, мы на самые красивые места сейчас. Ну, тряпочки завязывать не будем, мы не Ну, богатые, конечно, да, мы не... Пошли сначала туда, потом пойдем на камень. Пойдем потом на камень, везде, и на столбы вон туда пойдем. В общем, сначала идем вон туда, на смотровую площадку, фотографироваться. О, ну какая красота! Вот такой вид шикарно открывается. Сейчас попробую не трясти камерой. И вот так повожу немножко. Там девчонки фотографируются. Сейчас мы тоже туда пойдем. Мамулька, помаши. Привет. И мы пойдем. Везде мы пойдем, если честно. Гулять будем вообще. Вот, туристов тоже миллион. И туда мы тоже сходим. Вообще мы будем ходить везде. Но этот вид, конечно, потрясающий. Ребята, ракурс шикарный просто. Я так понимаю, это мрамор. Мрамор. Наверное, не знаю. Но я вижу. Даже врать не хочу, потому что я не знаю. Мрамор. Смотрите, все горы это, насколько я известно, мне Саяны, по-моему, да? У нас везде здесь опоясывают Саяны. Облака буквально, вот, я не знаю. На горах. На горах, да. Лежат прямо. Это точно. Это очень красиво. Сейчас пойдем фотографироваться тоже. Настала наша очередь фотографироваться с красивым деревом. Не знаю, что за дерево. Те, кто мне всегда доказывает, что в Карелии такие же елки, вообще такие же хвойные, как здесь, я вас уверяю, ребята, это вот, я не знаю, что с трамвайной ручкой сравнивать. Серьезно, все абсолютно другое. Здесь вообще все другое. И вообще не слушайте, когда вам говорят, что ой, везде елки одинаковые. Серьезно? Нет. Вот. Что это вообще за дерево? О чем вы говорите? Вид, конечно, потрясающий. Шум вон. Просто услада для ушей. Вон туда своди камеру. Своди туда камеру, говорит. Сводила. Я вас сводила туда. Сходите. В общем, мама сказала, что это лютики. Я не верю, конечно, но не важно. А вот это, по-моему, это мышиный горошек называется. Вон. Смотри-ка, ну красивые же цветочки. Прям мне нравятся. Красивые. Мама уже пошла. А я все не могу спокойно пройти мимо. Как же здесь красиво. Смотрите, как тут такое ущелье, прям глина-глина везде красная. Так, мама там крадется, надо идти спасать. Я сейчас к ней впаду. Но волны, конечно, шумят прекрасно. Сейчас пойду спасать, а то это... Тут такой склон, прямо надо очень аккуратно идти. Ну, вообще, можно было как нормальные люди пройти, но мы хотели спуститься на пляж. В общем, мы решили воду посмотреть. Шумно вообще, да, шум волн такой, песочек. Мы сейчас хотим на Сарайский пляж дойти. Я боюсь подумать, здесь по-любому холодно. Серьезно, ребята, капец холодно. Здесь есть бухты, есть заливы, где тепло, но не это. Мама, что, как тебе?
Просто намочилась. Мы идем туда и туда наверх на столбы. Да, я ухожу, мне холодно. Смотрите, вот поднимаемся сейчас, прям вот бордово-фиолетового такого оттенка глина. Прям вообще интересно, конечно. Ну, вид без комментариев. А мы все-таки это, там сложная тропинка, мы решили вот тут на столбы сначала сходить. Короче, как все говорят, это русские Мальдивы, вон там Сарайский пляж. Я сейчас умру, но дойду до него, господи, прости. А, мама, ты говоришь, все понятно, понятно. Столбы. Понятно. Небо рукой доставала. Небо рукой. Какой кораблик. Какой кораблик. Я думаю, что все сюда идут? Здесь такой потрясающий вид. Здесь даже целые платки с таким интересным орнаментом.